Всем салам алейкум, меня зовут Дима, и сегодня хочу рассказать вам о мыслях христианина об исламе. Христианин, то есть это я был в то время, и хочу вам прежде всего сказать, во что я верил, когда был в христианстве. Когда я был в христианстве, я верил в Бога, верил в то, что Иисус это Сын Бога, и верил в последнюю жизнь, то есть жизнь после смерти. Далее, когда я был маленький, меня вообще мама отвела в православную церковь, меня там крестили. Потому что когда я подрос чуть, я начал ходить в евангельскую церковь. В евангельской церкви, когда мне стукнуло 14 лет, меня спросили, хочу ли сделать водное хрещение. Типа, когда я был маленьким, то хрещение не катило. Типа сейчас я уже как 14 лет уже мог размышлять и могу принять типа решение уже сам, осознанно. Ну и сказал, типа, давайте сделаем хрещение, почему нет. Вот это крестили. Ходил я в церковь на протяжении 10 лет каждое воскресенье. Там слушали мы лекции, вместе молились. Когда я заканчивал школу, конечно же, я не видел мусульмане и ничего про них не слышал, только видел там в новостях, там сказали, там вот мусульмане, террористы, там сделали теракт какой-то. И первый раз я увидел мусульмане, когда я поехал учиться в Китай. Там я увидел много мусульман из разных стран, и мне показались они как просто обычные люди, и поэтому я даже и не думал ни о чем, и даже не спрашивал никого там, во что они верят, все такое. Далее, следующий момент. Один раз, когда я кушал с мусульманинами, они не ели свинину, я спросил, почему они не едят свинину, они сказали, потому что мы мусульмане, вот, нам нельзя есть свинину. Я такой, ну классно, ответ, что. Даже в тот момент я не задумывался, то, что, типа, короче, что-то, какая-то левая мысль, что проскакивала, да? Ну не едят, вообще пофиг. Даже я не задумывался, то, что при этом они употребляют алкоголь, но не едят свинину. А так, если посмотреть на ситуацию, да, то есть, если он не ест свинину, а употребляет алкоголь, типа, это нормально. Ну и получается, как будто на свинине одна религия держится, потому что сколько слышал, да, тогда, что мы мусульмане едим свинину. Такой, ну окей. Мои мысли об исламе были вообще на самом деле нейтральными. То есть я в тот момент понимал, что на самом деле многое несет сам человек, и как он преподносит, потому что встречала людей, которые преподносили ислам жестко, так, знаете, это нельзя, то нельзя, все нельзя, не объяснял, почему нельзя. Такой, знаете, негатив был, говорили то, что там самый правильный путь это ислам, там христианство это не то. Ну, такие вещи, короче, в шоке вообще, если честно, был. Но я понимал, что я человека здесь, потому что я встречал людей, которые, наоборот, ислам преподносили вообще в другом ключе, и, блин, я видел то, что действительно, вау, интересно слушать было. Приведу вам пример в христианстве, например. Я ходил в евангельскую церковь и видел сам людей, которые приходили в церковь, там они то алкоголиками были, то у них все плохо было отношения, да, потому что за пределами там церкви люди, знаете, там злые, где-то фиговое отношение плохое к тебе, но в церковь, когда заходишь, ты получаешься в это состояние, где твоя душа наполняется к ним добром и миром, потому что в церкви, блин, там такие наидобрейшие люди, вообще, не знаю, лучшие, да, просто. И действительно, как бы чувствуешь то, что тебя выслушивают, потому что за пределами, не знаю, у многих на такое было, да, то, что ты разговариваешь с человеком, тебя не слушают, почти пофигу всем. А в церкви, наоборот, знаешь, все друг друга слушают, вообще аж по кайфу. Короче, я имею в виду то, что в евангельскую церковь приходили люди, потому что действительно там добро, мир, и нету никакого негатива, и ничего тебе не навязывают прям как в жесткости, типа, только вот это одни запреты. Вы, наверное, согласитесь, что негатив будет присутствовать всегда, и некоторые люди до сих пор будут ислам вот так преподносить, так сказать, в жесткой мере, и, так сказать, в негативном направлении. Хочу, кстати, дополнить, что в христианстве тоже много людей, которые на самом деле преподносят все жестко и говорят, не знаю, такую фигню, вроде люди верующие, да, но не размышляют при этом. Вот я смотрю на людей, вот я с кем общался, да, я смотрю вообще как на дерево просто. Это равносильно, знаете, вот он говорит, то, что 1 + 1 будет 4. Для меня это так складывается, а он думает по-другому, то, что он такой умник, короче. И действительно для меня сейчас не настолько это важно стало, если там мусульманин делает молитвы, держит посты, там что-то еще делает, да. Либо это христианин тоже посты держит, там молитвы делает, постоянно в церковь ходит, либо иудей, либо вообще другой человек, да. Как бы я сейчас вообще на это не смотрю. Я смотрю действительно, как этот человек вообще размышляет. Потому что, как я уже убедился, действительно, этот человек может быть, как верит в Бога, но ты с ним общаешься, и у него в мозгах, не знаю, одни опилки там. Возвращаемся к моим мыслям об исламе в то время. И получается, я тогда думал, что ислам это вот отдельная религия, и людям там по кайфу, вот, которые вот мусульманам, как бы нейтральная позиция у меня была. Ну и все, конечно, изменилось в один прекрасный момент, когда вот я с другом начал разговаривать об Иисусе. Друг у меня мусульманин,
Ну, как бы он мне никогда религию свою не навязывал, как бы мы просто спокойно общались. И в тот момент, когда вот общаясь с ним, я действительно понял то, что вот есть необразованные христиане, да, есть необразованных много мусульмане. И действительно проблему это надо решать, потому что люди, которые как бы верят в Бога, но тебе в уши напинывают что-то там, кто-то может в это поверить, потому что, возможно, он не так это говорит, да, неправильно. И другой человек это поверит. Ну и вот эта вот ложная информация, то есть этот мусор, он будет гулять от одного человека к другому. Ну и подведем итог, то, что нужно набираться вообще знаний, и которые знания мы приобретаем, мы должны размышлять над ними. И то, что нам говорят, мы тоже должны размышлять над этим, а не просто принимать эту информацию в голову. На этом мое видео подошло к концу. Спасибо большое за ваше внимание. Меня зовут Дима. Желаю всем мира и добра. И увидимся в следующем видео.